Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу о том, как на операционную систему Linux Ubuntu версии 20.04 установить и настроить DHCP сервер. Итак, прежде для того, чтобы установить DHCP сервер, необходимо запустить команду sudo apt install. Sudo apt install. И вводим название DHCP сервера. Называется он ESC DHCP сервер. ESC DHCP сервер. ESC DHCP сервер. Вводим пароль. И процесс установки пошел. После того, как установится, нужно будет отконфигурировать два текстовых файла. Вот. Итак, установился. Отконфигурируем первый текстовый файл. Значит, будем его конфигурировать с помощью команды nano, запущенной от имени администратора. Итак, sudo nano. И файлик называется, значит, etc default ESC DHCP сервер. ESC DHCP сервер. В этом файлике мы должны указать имя интерфейса, на котором будет прослушиваться наш DHCP сервер. Для этого запускаем вторую копию терминала и вводим команду ipAddr. И ipAddr показывает нам вот имя локального интерфейса, а вот имя честного физического интерфейса. Называется ETH0. И вводим это имя ETH0 сюда. ETH0. Так, ввели, сохраняем Ctrl-O, Ctrl-X, выходим и, собственно, остановим вообще DHCP сервис. Да? Вот, будем делать дальнейшие настройки, вот, а потом его обратно включим. Итак, для того, чтобы остановить DHCP сервер, мы вводим команду sudo service без ошибочек, sudo service ESC DHCP сервер stop. Итак, DHCP сервер остановили. Теперь переходим к редактированию файлика под названием dhcpdeck.conf. Вот. Опять-таки с помощью команды nano, запущенной с правами администратора. Sudo nano и etc dhcpd.conf. dhcpd.conf. Так, без ошибочек, да, conf. Итак, здесь необходимо выбрать опции, поставить. Так, вот это вот закомментируем. И укажем, выберем, да, сразу же можно указать время аренды. Вот в данном случае минимум дается 600 секунд, пусть будет 6100 минут и максимум 2 часа, да, вот, интернет-кафе. И выбираем вот шаблон подходящий. Вот этот вот шаблончик очень даже хороший. Да? Вот, и меняем параметры. Во-первых, subnet, да, указываем под сеть, которая у нас будет раздаваться. В данном случае, чтобы она была, значит, совместима с моей сеткой, то сеть должна быть 192.168.7, да, с маской 24. Да. Итак, вводим 192, 168. Ух ты. Так, вверх, да. 192, 168, 7.0. Netmask
255, 3 раза 0. Следующий аргумент range, да, вводим диапазон. В данном случае пусть будут раздаваться адреса со 192, 168, 7, 150 по 192, 168, 7, 180. Итак, 192, 168, 7, 150 по 192, 168, 7, 180. 180. Дальше указываем опционально domain name servers. Вот, серверы доменных имен. Вот, в данном случае это будет мой DNS сервер, на котором я сейчас работаю. У него адрес 192, 168, 7, 222. Дальше следующая опция. Имя домена, domain name, да, пусть он будет называться так, как я его назвал в предыдущем примере, когда настраивал DNS. Firma.ooo. Вот. Следующее. Subnet mask, который будет выдаваться. Subnet mask будет выдаваться 255, 3 раза 0. И шлюз, который будет выдаваться, 192, 168, 7.1. Итак, вот параметры, которые будут выдаваться, да, значит, выдаваться нашим DHCP клиентам. Диапазон, из которого будет выдаваться имя домена, DNS-сервер, маска подсети, вот шлюз, broadcasted, адрес бродкастный тоже пропишем. Да, пусть будет 192, 168, 7, 222. 222. Default time release пусть будет 6000 секунд. И максимальное время аренды пусть будет 7200. И раскомментируем скобочку. Все. Значит, на этом настройки закончены. Нужно только сохранить данный документ, закрыть и запустить DHCP сервер. Да, дать ему команду start. Команда start. Все, DHCP сервер настроен. Если это видео понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Ну а если не хотите пропускать новинки, то подписывайтесь на канал.